нас интригуют скаты своей формой и способностью парить в толще воды. Скаты кажутся спокойными, когда они скользят на мелководье, но вырастая до огромных размеров и вооружившись ядовитым шипом, они могут быть очень опасными. В последнее время было зафиксировано рекордное количество контактов с этими морскими животными. На пляже в курортном городе Санья, китайской провинции Хайнань, 1 сентября 2018 года парень в открытом море неудачно приблизился к скату и получил от него удар хвостом. Причем благодаря шипам на хвосте он не смог его отцепить. Он так и вышел из воды со скатом, прикрепленным к нему. Парень стал корчиться на песке от боли и ползти по берегу, поскольку скат попал ему в гениталии. На видео видно, что он лежит на пляже, а в это время аварийные службы спешат ему на помощь. Однако у них не было подходящих инструментов, поэтому им пришлось импровизировать, чтобы полностью удалить и отцепить колючий хвост ската от пениса мужчины. В конце концов, им удалось избавиться от хвоста. Хотя видно, что парню было очень больно, но он после всего смог сразу же встать на ноги и отправиться с медработником в больницу для осмотра. Свидетели утверждали, что скат умер на пляже. 17 ноября 2018 года в Австралии произошел трагический случай, когда скат убил 42-летнего мужчину. Хотя самого нападения никто не видел, но характерная рана, оставленная на животе, по мнению специалистов, указывала на самого вероятного виновника – ската. Пляж, где это произошло, находится примерно в 13 километров к востоку от Хобарта, который является популярным местом для любителей поплавать, но также является известным местом обитания скатов и коньков. Там можно встретить самого крупного австралийского ската – короткохвостого хвостокола. Если вы напугаете одного из них, вы можете быть подвержены нападению. В вас могут прыснуть яд из жала или проколоть самим жало. Это неприятный опыт, сказал доктор Ласт, специализирующийся на исследованиях акул, коньков и скатов. Он также добавил, что ядовитый шип служит скатам для защиты от таких хищников, как акулы. Когда скат атакует, он должен быть лицом к своей жертве, потому что все, что он делает, это поднимает свой длинный хвост над своим телом, чтобы после ударить в того, кто находится перед ним. Скат не имеет прямого контроля над механизмом шипа, только над хвостом. В большинстве случаев, когда шип попадает в тело человека, давление приводит к разрыву защитной оболочки. Когда оболочка рвется, острые зубчатые края шипа погружаются, и яд попадает в рану. Яд ската не обязательно смертелен, но он очень болезненный. Он состоит из нескольких компонентов, которые наносят вред живому организму. Серотонин заставляет гладкие мышцы сильно сокращаться, и именно этот компонент делает яд настолько болезненным. Другие ферменты вызывают гибель тканей и клеток. Если яд попал в место, как лодыжка, он обычно легко лечится. Высокая температура разрушает яд и ограничивает вред, который он может нанести организму. Если не лечить достаточно быстро, может потребоваться ампутация. Но если яд попадает в брюшную или грудную полость, то в результате гибели тканей один из главных органов, расположенных поблизости, может отключиться. Если шип попал в сердце, как это было с известным австралийским натуралистом Стивеном Ирвином в 2006 году, как правило, все заканчивается смертью. Используйте палку при ходьбе по песчаным местам, чтобы не наступить на них. И будьте осторожны, прыгая в воду с парапета или катера. Если вы будете близко плавать к скату, короткие длиннохвостые скаты поднимут хвост, если они почувствуют угрозу. Если они это сделают, отступите и на расстоянии наслаждайтесь, как они красивы. Не пытайтесь их погладить. Если в следующий раз будете купаться в местах, где водятся скаты, проявляйте осторожность и придерживайтесь здравого смысла. На этом все. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!